Привет! Добро пожаловать на мой канал. Информация не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим совершеннолетия или со слабой психикой. В этом видео я хочу высказать свое мнение о последних моментах. Их было очень много. Мне снова нужно как-то разложить их по полочкам. Я уверена, что сделать это вместе с вами будет намного интереснее. А еще я буду очень рада, если мои видео смогут поднять вам настроение или немного отвлечь от жизненных переживаний. Ну что, друзья, давайте начнем. Я хочу выделить главные темы обсуждения, но скажу, что их будет намного больше. Самые главные темы. Обновлено расписание шоу Чимина и Чонгука. Что нас ждет? Новые интересные подробности. Фотобук. Почему некоторые люди так недовольны? Высказываю свое мнение по поводу новых подробностей поездки Чимина и Чонгука в Саппоро. Чимина и Чонгука называли парой, которая не могла перестать флиртовать. Особенность японского языка. Чимин попал в чарт Billboard Hot 100. Игрушка Тэхёна и как это связано с Чонгуком. И это лишь некоторые темы, которые я хочу обсудить с вами. Я не буду называть сейчас все, иначе так просто не будет интересно смотреть. Обновлено расписание шоу Чимина и Чонгука. И я не знаю, как адекватно отреагировать, когда узнала, что нас ждет целая фотокнига, в которой будут только Чимин и Чонгук. Кроме того, 12 июля мы получим тизер запуска. Я так счастлива. Ощущения такие, будто я попала в рай. Для полного моего счастья осталось получить саундтрек к шоу, и на этом наши полномочия все. Хотя это вполне реально, учитывая последние события. Реакция всех этих аккаунтов кажется мне очень подозрительной. Сразу вспоминается мем «Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое. Мы не знаем, что это такое». И вот сидела я такая счастливая и думала, какой прекрасный месяц. Но, видимо, он решил, что мне мало, поэтому неожиданно появились эти очень любопытные подробности поездки Чонгука и Чимина в Саппоро. Оказывается, когда Чимин и Чонгук были в Саппоро, друг фаната увидел их. Чонгук был за рулем машины, а Чимин сидел на пассажирском сиденье, и в машине была только камера GoPro. По словам этого друга, они остановили машину, вышли и флиртовали, смотря в свои смартфоны, и улыбались друг другу, пока не прибыли охранники. Друг упомянул о том, что это произошло, когда они возвращались с Хоккайдо. А теперь я хочу рассказать вам о подробностях, которые мне удалось разузнать и которые заставят вас покраснеть и смутиться. Фанатка в своем рассказе использовала определенную фразу «чайка шай труп», и это не просто флиртовали. Эта очень слащавая фраза означает, что они были настолько очарованы друг другом и флиртовали, что человек рядом с ними может чувствовать себя плохо и одиноко. Обычно это используется только для пар, которые слишком сильно демонстрируют свою привязанность в общественных местах. Японские фанаты взяли это видео в качестве примера, чтобы я и вы смогли прочувствовать настоящий смысл этой фразы. Это то, что чувствовали другие участники, когда Чимин и Чонгук флиртовали друг с другом. Участникам было очень плохо, потому что Чимин и Чонгук слишком сильно демонстрировали свою привязанность друг к другу. На самом деле, мне стало очень интересно узнать немного больше об этом, и не от фанатов, а от обычных японцев, с которыми это происходило в реальной жизни. И вот я нашла. Мужчина и женщина, стоящие передо мной,
довольно долго целовались на публике, не заботясь о всеобщем внимании. Им кажется, что вокруг никого нет. Я уверен, что это просто называется «чайка шайт-ру». Это то, что обычно пары делают, когда никого нет рядом. Когда пары занимаются чайка шайт-ру, как будто вокруг них никого нет, мы обычно называем это поведение именно так. Например, они часто целуются, флиртуют, крепко держатся друг за друга или долго смотрят друг на друга. Одиноких людей очень раздражает, когда они видят подобное поведение, и они начинают думать: вы ведете себя ужасно. Я начинаю расстраиваться по отношению к парам. Все верно, Чимин и Чангук всегда забывают обо всех, когда они рядом. Существует только их свой маленький мирок. Я даже боюсь представить, сколько еще подобных историй мы можем услышать от людей, которые случайно встретили Чимина и Чангука во время их поездок. Хотя далеко ходить не нужно. Мне очень нравится это видео. Чимин и Чангук в аэропорту Саппоро. Они были настолько одержимы друг другом, что уже в аэропорту начали чайка шайт-ру. А еще я напоминаю вам, что за этой историей Real Love. Golden Closet Film в Токио – это один из следов, оставленных ими двоими в самые трудные для их психики времена. Из соображений безопасности они могли попросить сотрудников организовать машину, чтобы отвезти их из аэропорта, но они предпочли взять такси, а не служебную машину. Это очень личное. Я хочу написать эти слова у себя на лбу, потому что каждый раз это так сильно трогает меня. Чимин сказал: я волновался за Чангука, поэтому сел в машину и попросил стаф отвезти меня к нему. Чангук был один с камерой и выпивал. Так и случился наш разговор. Чангук сказал: я не помню много из нашего разговора. Но меня так тронуло, что Чимин приехал ко мне, ведь он сделал это, чтобы мне стало лучше. И я все еще нахожу забавным, что после объявления расписания шоу Чимина и Чангука и выхода фотокниги, люди еще больше пытаются убедить себя и своих подписчиков в том, что Чангука заставили появиться в шоу. Чангук сказал, что Чимина привезли на съемки в Америку, и это Чимина хотел это шоу, а не Чангук. Но пришлось по контракту согласиться. Я так горжусь Чимином. Чимин – второй корейский солист после Сая с 5 песнями в списке Hot 100. В этот раз он занял 88-е место. И я также узнала, что некоторым людям настолько не понравились новые подробности о поездке Чангука и Чимина в Саппоро, что они восстали против первоисточника. Я не понимаю логики этих людей. Сначала они попросили компанию отметить шоу, потому что Тэхёна там нет. А теперь они просят компанию засудить эту девушку, потому что она написала о Чимине, а не Тэхёне. Людям, которые все это делают, я хочу сказать, что вам, вероятно, нужно засудить Чангука, потому что он рассказывает о Чимине, поет песни Чимина, смотрит видео с Чимином, идет с ним в армию, снимается в шоу с Чимином, живет самой счастливой жизнью с Чимином и поддерживает его. Может быть, я сниму ваши розовые очки, но я хочу сказать, то, что очевидно, Чангук не поддерживает альбом Тэхёна, не идет с ним в армию и не снимается в шоу с Тэхёном только потому, что Чангук хочет проводить свое свободное время с любимым человеком, с которым его душа и сердце действительно связаны. Чимин – тот человек, с которым Чангук расслабляется и чувствует себя как дома. Возможно, вы когда-нибудь это поймете, а не будете писать этот бред.
Эти глупые люди не получили поддержки от Чонгука во время промо-лейова, поэтому придумали очередную фантазию. Продвижение обоих альбомов Чимина напрямую связано с именем Чонгука. Первый альбом Чимина, Чонгук, рекламировал на миллионную аудиторию на нескольких эфирах. Ради пиара второго альбома подняли забытый двухгодичный проект, предложенный когда-то Чимином. Анонс наспех выполненных съемок впихнули как раз перед выходом альбома Чимина. Вопрос: а может ли этот участник не использовать в своих соло-проектах имя более успешного участника? Другие ребята брали ответственность только на себя за свои работы, чем вызывают уважение. Я уверена, что Тэхён решительно отказался от такой услуги Чонгука. Уж Чонгук бы расстарался для Тэхёна, несомненно. Но Тэхён хотел оценить, чего стоит он сам, без использования поддержки кого бы то ни было. Честность, уверенность в себе и достоинство – в этом весь Тэхён. Ну а Чимин пусть пользуется чужим именем для рекламы своего соло, если настолько не уверен в себе. Смешно. Плагиат прослеживается во всем. Я не знаю, откуда взялось это видео, но оно сейчас очень активно распространяется в социальных сетях. Я впервые вижу эту запись. Недавно вышла фотокнига Тэхёна, и на фотографии была изображена игрушка. Люди начали писать, что Тэхён подарил своему другу зонтик, а Чонгуку – игрушку. Я все еще не понимаю, где доказательства того, что игрушка в доме Чонгука принадлежала Тэхёну. В Корее, видимо, такая одна игрушка. Только у Чонгука и Тэхёна. Но даже если это так, то что в этом шокирующего? Просто посмотрите, как некоторые люди радуются этому. Они кричат, что это доказывает огромную любовь Тэхёна к Чонгуку. Многие ждали от фотобука Вигу чего-то сокрушительно. Получите, распишитесь, и что самое классное, что это даже не специально получается. Все из жизни. Как говорится, другу зонтик купил, любимке игрушку. А теперь, если вы внимательно посмотрите на игрушки, то увидите, что они не все одного цвета. Игрушки на фото Тэхёна и видео Чонгука разные. Но, конечно, не все люди хотят это понимать, гораздо приятнее писать о своих фантазиях. В таком случае, если вас не волнует, что игрушки разные, и для вас главное, чтобы человек, ассоциирующийся с Тэхёном, просто держал в руках игрушку Hello Kitty, тогда я хочу показать вам, что кроме Чонгука, есть по крайней мере еще один человек, который подходит всем критериям. Продолжение следует. Спасибо за внимание.